И вновь здравствуйте, о терпеливейшие из аудиолюбителей, из аудиовладельцев портативных колонок. Сегодня я хочу еще дополнить немного, докинуть фактов о модели Edifier 2750 DB-MK2 новинки этого сезона, и также сравнить ее с равноценной по размеру, по калибру колоночкой на базе динамиков CS. Предыдущее сравнение показалось пользователям не столь убедительным, поскольку звук мультимедийной трехполоски оказался более ярким, насыщенным, сочным и эффектным. Тут я бы хотел остановиться на том, что эффектность — это не есть признак достоверности, это есть признак красоты, причем условный. Имеется в виду, одному понравится яркое звучание, а другого оно быстро утомит. Кстати, это немаловажный фактор — утомляемость от прослушивания музыки. Я не скажу, что нужно стремиться к аудиомарафонам. Это вообще, строго говоря, истощает и нервную систему слушания музыки, сопереживания с действием, так сказать. И здоровье это, в общем, вредит, короче говоря, слуховому аппарату. Слишком большая, регулярная, частая нагрузка, тем более с большим уровнем громкости. То есть я к тому, что яркость подачи — это может быть эффектным фактором для выбора акустической системы на первый взгляд, так сказать. А подумав или поиспользовав, или прислушавшись просто, возможно, вы бы изменили свое мнение не в том сравнении, которое было, к которому я апеллирую, а вообще впредь, как бы, о выборе акустической системы для собственного использования. Эта модель из тех, что я создал в результате своих сезонов, одна из, вернее, самая яркая, с самым ярким попсовым таким звучанием. Металлический твиттер с металлической диафрагмой имеет очень выраженный верхний участок диапазона, потом какой-то подъем чудовищно невероятный. И это делает его звучание как бы узнаваемым, но теоретически неверным, однако эффектным, что может пригодиться, допустим, при сравнении вот таких, назовем это попсовым моделями акустических колонок с попсовым звучанием. С тем, которое, скажем так, видимо, имеет больше приверженцев, чем с более скромным звучанием, и которые, в общем, диктуют рынку свои условия. Я думаю, именно по такому принципу идет и Edifier, в частности, их двухполосные модели тоже имеют более яркое звучание, чем вот эта трехполосная модель. Но, тем не менее, она тоже сделана... Это не V-образная АЧХ, нет, это не подняты, задраны высокие и низкие частоты, вовсе нет, она очень корректна. То есть из тех измерений, которые я себе мог здесь дома позволить, которые косвенно могли бы охарактеризовать реальное состояние дел в этой системе, амплитудно-частотной характеристики, я могу сделать уверенный вывод, что АЧХ здесь абсолютно ровная, там нет ни провалов. Если кто-то будет писать, там нет середины, или нет баса, или нет высокой, ну что-нибудь, глупость, это все несостоятельно. Ну, это абсолютно точно, потому что инструментальное измерение, ну, не мои даже, а фабрики. Но фабрики не пропускают просто так модель, у которой нет середины, предположим. Такого не бывает, этого не может быть. У меня бы просто не пошла в производство. Да. Они все достаточно линейные. Ну, там зазор есть плюс-минус, там 3 дБ. У плохих колонок дешевых 5 дБ, плюс-минус. Это очень много, это больше, чем в 2 раза. А по громкости самый слабый сигнал от самого сильно усиленного, выдаваемого этой той или иной акустической системы. То есть так не принято. Не хорошие какие-то вот мониторные системы, те, которые используются в звукозаписи, имеют там вообще плюс-минус 1,5 или даже меньше дБ. Все это регулируется, оговаривается отдельно, еще настраивается дополнительными механизмами. Но, тем не менее, пользователь все равно найдет, что сказать. То есть, мне там не хватает того-то. Ну, хорошо, если он понимает реально, что такое средние частоты. Ну, в смысле, в техническом это один диапазон частот, в творческом это может быть иной. Я больше склонен называть, допустим, это голосовым диапазоном. Потому что он, конечно, цепляет и низкочастотный диапазон, и обертона
далеко находится в высокочастотном диапазоне, но он как бы стоит особняком, потому что он самый узнаваемый, и поэтому самый ценный для как критерий оценки звучания той или иной акустической системы. В этом плане, чем больше разделов, тем хуже, потому что раздел между этими полосами, он сидит прямо поперек голосового спектра, и оба диффузора разные, излучая один и тот же сигнал в зоне совместного излучения, разумеется, будут вызывать какие-то искажения. Или амплитуд-частотные, или фазочастотные искажения, интернационные искажения и так далее. Но все это очень неприятно для конструкторов, но приходится на это идти, для того, чтобы все-таки среднечастотный диапазон отработал более динамик, более приспособленный для этого, предназначенный. Тем более, что здесь цифровые фильтры, я вам показывал, снятые мною АЧХ в ближнем поле, только для того, чтобы обозначить частоты сшивка. Да. А в этом одна полоса, как бы, это двухполосная система. То есть тут в этом плане чуть полегче, то есть весь голос воспроизводится этим динамиком, только бортона высокочастотным динамиком. И можно как-то сравнить, что это будет по звуку. Давайте я вам сейчас покажу, как в прошлый раз я буду писать с одного микрофона сигнал моно. На первой кнопке Edifier, на пятой кнопке CS. CS – это, напомню, норвежская фирма, которая производит динамические головки очень высокого качества. Да. Итак, поехали барабаны. Кстати, давайте сравним импедансы, кривые импедансы этих систем, чтобы оценить настройку портов. Перед вами 2750 dB, уже знакомый вам график, а вот график моего 6-го сезона, который мы сегодня собираемся сравнить. Давайте сложим эти две кривые, и получится, что мультимедиа дифир настроен пониже, чем моя с претензией на высококлассность двухполоска. Такие дела. Кстати, давайте сравним АЧХ этих систем прямо вместе с записью звукового теста. Вот это вот несложно сообразить СИС, а вот это несложно сообразить 2750. Давайте тоже их сложим и посмотрим, как отличаются АЧХ. Вот, поэтому разговоры о провалах там или в другой области, в той или иной области не принимаются. Это все с комнатными модами конкретно, без портов фазоинверторов, записано именно в той точке, в которой производилась тестовая запись. Конечно, она не линейная, конечно, она изуродована комнатой. Но как есть, так и есть, зато для обеих систем в одинаковой кондиции такие дела. Давайте-ка послушаем, как это все звучит. Вот такая вот история, моя хорошая. Сейчас я вам заряжу на этих двух, опять же, парах колонок свой старый набор треков. В нем можно расслышать что-то, кроме барабанов еще, и понять, как влияет деление полос, в частности, на итоговое звучание, равно как и класс излучателей и их какое-то качество, скажем, уже чисто материальное. Просто эти динамики стоят больше, чем эти колонки, вот так скажем. А будь собраны на них колонки в фабричном исполнении с наценкой, подобные этому, стоили бы раз в 5 дороже. В то же время Edifier выполняет все динамики с использованием аппаратуры Клиппеля, которая позволяет сделать оптимальные динамические головки электромагнитные излучатели. Оптимальные, это очень важно понимать. То есть не наращивая мускулами, как бы добиваясь силы класса, а умом, вот каждый фрагмент каждой динамической головки вот этой компании, многие другие компании тоже используют у Клиппеля в базе
больше 1000 контрагентов, и, то есть это фирмы, которые профильно занимаются изготовлением излучателей, причем настолько профильно, что аппаратура Клиппеля стоит от 200 тысяч евро и выше, а полные комплексы могут до миллиона доходить, очевидно, то надо понимать, что люди вкладываются не просто так, а с планами какими-то. Так вот, и это, и то сделано с помощью Клиппеля, но это стоит все-таки значительно дороже, там каждый динамик по $200, допустим. Здесь же эта пара, я не знаю, сколько она будет стоить в рознице, но очевидно дешевле. И по делам, потому что эти продают их миллионами, а эти, не единицами, конечно, и даже, может быть, не десятками, а сотнями, я не знаю их статистику. Дай им Бог здоровья, просто это очень серьезная компания. Аудиофильские излучатели, скажем так, делают. А это мультимедиа все-таки, понимаете, вот от аудиофильства у Audifier есть Phil Jones, его ААД компания, которая позиционирует себя в секторе, не high-end аудио, но, по крайней мере, то, что называлось Hi-Fi когда-то. Да. То есть это соизмеримо уже вот с этим будет, понимаете, то есть такая история. Ладно, всего хорошего, auf Wiedersehen, дорогие мои.